Всем привет, друзья! Сегодня 1 февраля, а значит самое время знакомиться с метой на следующий месяц. Ребята из Moonton выкатили как достаточно внушительные, так и мелкие улучшения героев, которые уже влияют на результаты боев. Да и тем более прошедший чемпионат тоже внес свои коррективы, как будто они там что-то больше знают. Ну, тогда почему бы нам не воспользоваться этими знаниями в своих играх для улучшения винрейта? Если ты хочешь шарить в мете и больше других знать за игру, то подпишись на канал и поделись своим мнением в комментариях. Может быть, я кого-то упустил. Погнали! Открывает наш список первый и пока единственный трансформер, которого разработчики неплохо так усилили, хотя бы нитроускорением, за счет которого доехать до места файта стало в разы быстрее, а это уже многого стоит. Несмотря на то, что больше изменений от Джона не коснулись, именно эта новая фишка послужила тому, чтобы Джонсон стал попадать в пик практически в каждой катке. Желающих получить права и сдать на вождение теперь в ГИБДД Земель Рассвета стоит целая очередь. Что мы видим на старте? У нас был и так достаточно хороший танк со станами от двух способностей, так плюс нам добавили еще и скоростей, чтобы карта казалась меньше и светофоры не мешали прибегать на массовые скопления врагов вокруг союзных юнитов. Так что если вы еще каким-то неведомым образом не смогли оценить всю прелесть такого, казалось бы, маленького, но внушительного усиления одновременно, то вперед покупайте и тестить. Самое главное, пристегните ремни. Иногда Moonton хочется приблизить игру к реальности, и они добавляют таких героев, как Бруно футболист, а вот теперь у нас есть своя версия боксера, который уже на старте показывает отличные результаты. Наконец-то у Чу появился хороший противник. Смотрите, здесь тебе Escape в совокупности с атакой, здесь тебе щит, а если вы дополните его и щитом естественным, ну вы поняли каким, то вообще непробиваемый герой какой-то получается. Несмотря на то, что он на общем файте смотрится чисто визуально не совсем к месту, по типу тут тебе всякие жители ада, дракона, эльфы и боксер. Ну, как боец он уже доставляет немало проблем в общем сборе, врываясь в толпу со своим уроном. В сумме, если бы у Бенедетты и Чу был бы ребенок, то скорее всего он был бы похож своими способностями на Пакита. Сами судите, с одной стороны чистой воды ближник, но с другой стороны попробуй еще поймай, когда он тебе наносит урон и в тот же момент стартует назад. Идеальное сочетание скорости и урона. Если у вас еще нет этого загорелого боксера, то вперед приобретать, пока Moonton в привычной для себя манере не стали унижать его нерфами. Несмотря на то, что этого героя второй раз за полгода усиливают, он все равно не страдает от частого пика. Но как только какой-то смельчак одаривает его своим благородным пиком, то сразу же начинаешь понимать, у кого тут клинки летают в правильных направлениях. В частности, в далеко не малой степени это касается и переработанной ульты Лапу-Лапу, которая дала ему возможность прыгать, чего раньше не было, плюс щит, которому, по-моему, раньше был, но его слегка доработали. Скорее всего, мейнеры Лапу до реворка и после меня сейчас поймут, потому что всегда приятно, когда тебе нравится герой, а его еще и немного перерабатывают в лучшую сторону, добавляя ему пусть и не глобальные, но изменения, которые влияют на вашу статистику. Несмотря на недавний небольшой нерф Линга, он все еще выдает стабильные не 60 FPS, конечно, но урон и мобильность. Смотрите сами, урон есть, прыгать лучше по стенам стал еще перед Новым годом. Так что еще нужно? Для всех тех, кто любит кричать, что Линк уже не тот, ну это скорее всего потому, что вы не играли на более высоких рангах, где Линк тот еще торт со свечками. Прогнозировать его дальнейшую судьбу я, конечно же, не берусь, потому что бог его знает, что там у разработчиков на уме. Возможно, завтра Клинк наконец-то станет мета, и однако на данный момент, как бы это ни было, этого прыгучего мальчишку не дергали, он все равно уверенно держит свой и вражеский лес под контролем и умеет навести там шороху.
Если вы еще не успели каким-то образом попробовать эту убийцу, то сейчас самое время. Полуубийца, полумаг, но если по-честному, в наших сердечках она навсегда останется ассасином, метки которого, если их правильно расставить, путают карты врагам. Тут тебе и стан от способности, тут тебе и урон с мобильностью, лютый герой для неожиданных файтов в лесу. И если вы, конечно, туда пошли не клад искать. Селена вырвалась в топ сравнительно недавно, и разговоры о ее мете шли еще до Нового года. Но то, что с ней происходит сейчас, уже нельзя не отметить. Несмотря на то, что это не самый популярный герой, она выдает неплохие результаты как на старте игры, так и на лейте. Но давайте будем честными, все это при правильной сборке. Без этого здесь никуда и ни с кем. Это тот самый герой, которым нужно и можно устраивать засады, делать ганги в самых, казалось бы, неожиданных местах на карте. В общем и целом, если ручки ваши заточены на поднятие винрейта, то вперед! Когда заходят разговоры об этой убийце титанов, то особо споров этот герой не вызывает. Ты либо умеешь на ней играть, либо нет. Но за счет того, что недавно разработчики вспомнили о ней и увеличили ее возможности гораздо меньше расходовать свою энергию, а значит чаще пользоваться способностями, наша летающая на тросах желтоволосая подруга уверенно врывается в мету. Не то чтобы она и до этого не была там, но мы все прекрасно знаем, какой это персонаж и как легко и просто в кавычках на нем играть. Вроде бы мелочь, ей уменьшили трату энергию, но это уже хорошо складывается и отзывается на игре за нее. С тем учетом, что на ранних стадиях игры до ее улучшения на этом герое было немного сложно и более медлительной. Друзья, единственное, что можно посоветовать тем, кто решится купить данного героя, это железных нервов, мифической выдержки и максимально прямых рук. И, пожалуй, еще пару вагонов нервов, чтобы мало ли что. Этот молодой человек, который косплеит Данте из Devil May Cry, взял за основу такую привычку: то влетать в мету, то точно так же стремительно вылетать из нее. На данный момент мы видим прекрасные показатели как на нижних уровнях рейтинга, так и на более высоких. Не буду говорить, что он вам и линии в соло отстоит, потому что здесь немаловажен опыт игрока за данного героя. Но тем, кому опыт этого не позволяет, в любом случае есть все шансы этот опыт приобрести, и после 10-12 каток вам станет понятно, кто это, что это, с чем его играть и против кого контрить. Урон у этого парня есть, мобильность есть, а что нам еще надо? Все при нем. Значит, пока данный персонаж держит мету, самое время тащить на нем и поднимать свой винрейт, который в начале сезона дается ой как непросто, но и с тем гораздо интереснее. Мало того, что в странах СНГ вы редко увидите этого мага, так на нем еще и мало кто умеет играть, а это срочно нужно исправить, потому что тот потенциал, который она может выдать, недавно раскрыли наши азиатские друзья на прошедшем чемпионате. Одна ее ульта, через которую можно не только переносить себя и своих союзников, но и просто-напросто смотреть карту на наличие врагов. Не стоит ее недооценивать, особенно если в ваших руках скрыт немалый опыт игр на магах. Если не мейнить, то каток 10-15 поиграть стоит. Этот деревянный житель леса, а скорее всего вряд ли вы его когда-нибудь пикали, уверенно набирает мету, показывая прекрасные результаты для дефа и прочих защитных мероприятий. Один только его стан с ульты, который доставляет очень много проблем, особенно если рядом есть какой-то стрелок или маг, которые могут дать хороший урон по врагам. Он и догнать может, если враг спешит уйти, и притормозить того же, если в случае союзника не успевает на ганг. Так что, если вы еще не знакомы с этим героем и вам нравятся танки, то вперед! Самое главное, мои друзья и подруги, помните, что мета метой, но ваш личный скилл никто не отменял. Неважно, насколько метовый герой, важно то, как вы на нем играете и умеете реализовывать способности каждого отдельно взятого героя. Если у вас есть характер, если вы не лишены упорства, а эти два пункта очень важны как и в жизни, так и в любой игре, то у вас есть все шансы, чтобы не просто тащить метовыми героями, но и возможно менять мету, подстраивая ее под себя, находя новые пути и новые возможности. С вами был твой друг, счастливо!